Всего банка сгущенки, 2 яйца и целая гора вкуснейших пончиков на вашем столе. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. В миску разбиваю 2 яйца, вливаю банку сгущенки, это 380 грамм, добавляю щепотку соли, чайную ложку ванильного сахара или ванильного экстракта. Все перемешиваю до однородности. Постепенно добавляю 400 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Вымешиваю тесто сначала ложкой или лопаточкой, а затем руками. Получилось вот такое мягкое тесто, которое не липнет к рукам, а если немножечко липнет, смажьте руки растительным маслом. Делю тесто на 2 части, каждую часть раскатываю в пласт толщиной примерно 5 мм. При помощи рюмки или формочки вырезаю кружочки. По желанию можно вырезать серединки выемкой меньшего размера, и получатся настоящие пончики. В сковороде разогреваю растительное масло и жарю пончики с 2 сторон до румяности на среднем огне. Как только пончики зарумянились, переворачиваю. Приготовь, поделись, подпишись. И готовые пончики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Вот такая красота, правда, друзья? Также быстро жарю вторую партию пончиков. А можно пожарить вот такие мини-пончики-шарики. Получаются тоже очень вкусные, красивые и аппетитные пончики. Пончики готовятся очень быстро и оглянуться не успеете, а с тарелки исчезают еще быстрее. Очень нежные, воздушные, с ярким молочно-ванильным вкусом. Очень вкусно. Очень. Такие пончики в магазине вы точно не купите. Тем более их так легко и просто приготовить дома. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться с друзьями. И я буду очень благодарна за ваши лайки и комментарии. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Сегодня у нас пончики, а завтра что-то новенькое. Подписывайтесь на канал Готовим дома, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. С вами была Олеся. Скоро увидимся!